привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. Я рада вас приветствовать в своем новом видео. Этот выпуск я хочу посвятить теме ароматов и рассказать вам про 5 парфюмов из моей коллекции. Прежде чем начать рассказывать про каждый аромат в отдельности, хочу поделиться с вами, какими принципами я руководствуюсь в выборе парфюма. Я никогда не совершаю, знаете, таких импульсивных покупок. Они всегда достаточно выверенные и обдуманные, потому что, я думаю, как и у большинства девушек, у меня бывает не очень такая приятная реакция, то есть мне становится плохо от интенсивного запаха. И если я понимаю, что аромат не проходит, и я слышу его на себе в течение дня, то, естественно, это не мой аромат. Мне хочется вот прям смыть его с себя, чтобы больше не оставалось этого запаха. Поэтому всегда, придя в магазин, я протестирую аромат 2 или 3 раза, прежде чем совершить покупку. И вот наблюдаю за собой и за своими реакциями. И если же аромат исчезает на мне буквально через несколько часов, но при этом где-то тонкое звучание на запястье я могу уловить, я понимаю, да, что он мне безумно нравится, вот это мое, и уже тогда я приобретаю аромат в свою коллекцию. И я думаю, вы согласитесь со мной, что парфюм — это такая история, как и фотография. Это то, что способно переносить нас в прошлое, будить какие-то наши такие приятные воспоминания, ностальгировать. Поэтому я всегда очень тонко отношусь к тому, какой парфюм я буду брать с собой, например, в какие-то поездки, так как именно этот аромат потом будет переносить меня в эти воспоминания, и снова я буду вспоминать какие-то приятные моменты в своей жизни. Также это касается и гардероба. Конечно, я выбираю парфюм в зависимости от времени года, от того, что на мне одето, и, конечно, от моего настроения. Хочется быть более женственной, либо хочется, знаете, быть такой яркой, более заметной, либо же наоборот, что-то достаточно спокойное, теплое, согревающее. Храню парфюм в таком гардеробном шкафу, где у меня лежат все мои аксессуары, сумки, украшения, журналы, в общем, все для такого визуального эстетического наслаждения. Ну что же, переходим к ароматам. Я подготовила для себя, выписала такие небольшие подсказки, свои ассоциации и открыла заметки с нотами, чтобы более точно вам их называть. И первый аромат, которым я хочу вас познакомить, называется Шапат Happy Lemon Dolce. Я думаю, что это название и эти оттенки стекла говорят сами за себя. Это цитрусовый, очень яркий аромат, абсолютно для меня нестандартный, так как обычно я не выбираю цитрусовые ароматы. У меня все такое, знаете, чуть более спокойное, цветочное. Но именно этот аромат, когда я услышала впервые, знаете, у меня сразу возникла такая картинка. Италия, морское побережье, соленый ветер в лицо, на мне летящее платье с рисунком, с принтом крупные лимоны. И вот это тот аромат, который вот прям, он очень яркий, он настолько бодрящий, он прям заставляет мечтать. И давайте расскажу вам по нотам, которые есть в данном аромате. Верхние — это цитрус, лимон, бергамот, мандарин. Средние ноты — это имбирь, зеленые листья и яблоко. И базовые ноты — это цветок апельсина, манго и огурец. Я думаю, что вы понимаете, что это такой, знаете, взрывной цитрусово-фруктовый коктейль, который однозначно, знаете, как такое зелье перенесет вас в самые смелые и яркие мечты. Однозначно. Следующий парфюм в моей коллекции — это Loewe Air Sutileza. И это самый женственный и самый нежный аромат, который когда-либо только у меня был. При первом вдохе, знаете, хочется сказать: я девочка, я хочу новое платье, и я ничего не хочу решать. Вот мне кажется, это стопроцентное описание данного аромата. И по его нотам верхние — это груша, средние ноты — ландыш, и базовые ноты — это жасмин. То есть это такой цветочно-фруктовый аромат. Также хочу обратить внимание на такой лаконичный дизайн упаковки.
очень красивый, когда вы получаете не только удовольствие от парфюма, но еще и эстетической составляющей данного флакона. Однозначно, это именно летний парфюм, который хочется носить с какими-то легкими платьями, тонкими тканями, пижамными костюмами. Несмотря на это, этот аромат достаточно стойкий и шлейфовый. И это тот аромат, который, несмотря на все его описание, обращает на себя внимание. Следующий аромат, с которым я хочу вас познакомить, это Tom Ford Cafe Rose. И это полная противоположность предыдущих двух ароматов. Я думаю, что уже по названию понятно, что он будет более горьковатый, более сложный по своей композиции, более глубокий, но при этом женственный. Здесь в его нотах верхняя турецкая роза, болгарская роза и кофе. Средние ноты это коморский ланг-ланг и экстракция кофе СО2. И базовая нота это кориандр и индонезийский пачули. Этот аромат однозначно осенний, это глубокая осень, когда, знаете, хочется уже укутываться в кашемировые свитера, носить больше деним и пальто в длине макси. Вот прям какие-то, знаете, такие более теплые элементы одежды, но при этом этот аромат однозначно обращает на себя внимание. И знаете, я бы сказала, что этот парфюм всегда добавляет стиля образу. Следующий аромат в своей коллекции я называю одним из самых красивых по своей композиции. Это Byredo Библиотека. Первое, с чем у меня ассоциируется данный аромат, это тепло. Я думаю, что не просто так, потому что создатель и парфюмер как раз-таки хотел перенести в старинные библиотеки, где вы слышите запахи книг с какими-то кожаными переплетами, ароматы страниц, и сидя в кожаном кресле, листая литературу, вас переносит в какие-то, знаете, такие теплые воспоминания из прошлого. Я называю этот аромат зимним, могу носить его в любое время года, но вот как раз-таки именно в зимний период времени он раскрывается максимально красиво. По нотам здесь верхние персик и слива, средние ноты это пион, фиалка и мускус, и базовые ноты это кожа, ваниль и пачули. Очень красивый аромат, если вы еще не знакомы с ним, то я искренне рекомендую вам его послушать. И пятый парфюм в моей коллекции, я оставила его напоследок не просто так. Это аромат Tom Ford Soleil Neige, он еще идет у меня в упаковке, я его не раскрывала. Этот парфюм я повторяю в своей коллекции уже второй раз. Первый раз он был в объеме 30 мл, и использовав его, я вам честно скажу, я по нему очень скучала, и я поняла, что он очень нужен мне в моем гардеробе. Это тот аромат, который переносит меня в воспоминания об одном из самых классных дней в моей жизни. Это день рождения, который мы отмечали в 24 году вместе с мужем в Гродно. Мы поехали в Кронен Парк отель и провели там очень классных 2 дня. И знаете, для меня этот парфюм – это зимний лес, медленно падает снег. Мы в роскошном номере спускаемся в бассейн, плаваем, наблюдаем за красотой природы, за красотой вот этого вот позднего осеннего периода, мягко переходящего в зимний, вот этот легкий морозец, мы укутываемся в теплые белоснежные халаты, переодеваемся и спускаемся на праздничный ужин в ресторан. Вот это состояние, когда я использую данный аромат, он будет во мне, вот эти вот чувства, я счастлива, я прекрасна, я обожаю эту жизнь и вот это вот состояние красоты и роскоши. Кстати, в описании данного аромата идет сравнение с горами Куршавель и вот этим зимним искрящимся снегом и такой, знаете, звонкий, красивейший аромат. Ну что, давайте открывать. Я очень скучала по этому аромату. Скажу вам честно, те самые ощущения. Посмотрите, какой он. Ну, это роскошество. Просто. Обожаю. Ну, как по мне, это аромат роскоши, однозначно. Очень его люблю.
По нотам данного аромата: верхние ноты бергамот, средние ноты роза, жасмин, апельсиновый цвет. Вот, кстати, видите, что у меня есть немного вот эти вот вкусовые предпочтения в нотах. Белые цветы турецкая роза, и базовые ноты это лабданум и ваниль. Очень искристый, зимний и свежий аромат. Ну что же, ответила на один из самых часто задаваемых вопросов, какие ароматы мне нравятся, и рассказала вам о 5 из своей коллекции. Мне будет очень интересно прочитать в комментариях, какие ароматы любите вы. Возможно, о каких ароматах вы мечтаете. Обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал, если вы смотрите еще не подписаны. Также я буду вам очень рада и в других социальных сетях. Инстаграм и Телеграм. Активные ссылки вы найдете в шапке профиля. И увидимся с вами совсем скоро в новом видео. И лето, мотоциклы, просто наконец-то все, они проехали. А нет, приобретаю ароматы, и они понятно, как происходят съемки. Знаете, самое, что ни на есть, реальная жизнь.